Прямо на Бахчевом развале, где мы купили маленькую дыньку, мы решили устроить привал. Нам разрешили воспользоваться столиком, таким вот сельским антуражем, красивым видом. Тарелка маленькая, дынька большая, все валится. Тяжко. Трасса осталась позади, свернули. Время банных процедур. Наш душ нагрелся за целый день, сейчас надо помыться. Вика пошла смотреть кукурузу, а я припарковал машину немножечко, чтобы задница вниз была. Дополнительный угол наклона для душа, сильнее будет напор. Учитывая, где мы сейчас встали, наверное, душевой палаткой пользоваться не будем. И как-то включим немножечко нудистов. Но это уже останется за кадром. Талисман из автосервиса. И здесь несколько шлангов. Этот шланг для набора чистой воды, а вот этот зеленый душевой. Вот как-то так это все выглядит. Открываем кран. И вода под естественным напором. Вот, пожалуйста. И как тебе? Супер. Голожопим, как в детстве? Да. Освежились, ребята, освежились. Теперь надо доехать до Гуамки. Кровь из носа. Дорогие друзья, близится Новый год, и мы, канал «Широко шагаем», и МОЗ Ретро Транс решили устроить для вас праздничную экскурсию в музей станция Дачна. 2 января мы с вами все соберемся в этом прекрасном автобусе и поедем в Клинский район, в этот самый прекрасный музей. А по пути мы побеседуем про железные дороги, узкоколейки и прочие интересности. А в музее вы узнаете все про советскую дачу, ее историю и быт. А после я покатаю вас на своей дрезине. На десерт шлифанем горячим чаем из настоящего самовара. Приобрести билеты, уточнить все подробности вы можете у нас в группе ВКонтакте, в Телеграме-канале, в Инстаграме. Ссылочки на них мы оставим в описании. Здорово, путешественники! Помните, мы с вами проезжали на дрезине по самой экстремальной узкоколейной железной дороге от Мезмая до обвала. Так вот сейчас мы находимся в Гуамке, по ту сторону обвала, чтобы исследовать второй кусочек, обособленный кусочек единой когда-то сети Апшеронской узкоколейной железной дороги. По данным сайта Open Railway Map, используемый железнодорожный участок Гуамской ветки – это меньше половины всех железнодорожных путей здесь. Ветка на самом деле проходит через весь поселок, огибает его и уходит куда-то в лес. И там, доходя до речки, она обрывается. Особый интерес составляла именно эта неиспользуемая часть, но, честно говоря, сразу же нас ждал облом. Действующий участок заканчивается вот здесь, перед конем. А на карте все это выглядит вот так. Сюда идет наш участок, который мы хотели исследовать. Согласитесь, достаточно крупный. А здесь уже идет туристическая ветка в ущелье, по которой возят туристов. Сегодня мы там обязательно прогуляемся. Ведь те несколько ночных фотографий, которые я вставлял в прошлой серии про Апшеронскую, не передают и 10-й доли той красоты, которая есть в ущелье на самом деле. Вот интересно, рельсы лежат по сути просто так. Почему их никто не сдает? Нетипично для нашей страны. А здесь сварены
тупиковый упор. Сварен как-то непонятно, косо-криво. Вот такая у него конструкция. Видимо, здесь говорят, нет однополой любви. В таком случае предлагаю прогуляться до ворот в ущелье и посмотреть, стоит ли там туристический поезд. Ведь где-то же он должен быть. Хотя на этих рельсах наката нет, несмотря на то, что путь в прекрасном состоянии, хотя подкладки отсутствуют. Ну, кое-где еще остались. Но по большей части ни о каких подуклонках речи быть не может, увы. Коняга. Смотрите, а здесь, похоже, разворотный треугольник. Идет сюда, идет оттуда. Ух ты! Пойдемте посмотрим. Прицеп от ТДшки узкоколейный. Рама такая же двойная. Очень тяжелый, но и грузоподъемный. И остатки заводского сцепного устройства. Для демпфирования с обеих сторон поставили пружины. Рабочая тема. Состояние вообще эксплуатируется. Маленький тормозной башмачок такой. Кстати, прикольный. Но это уже что-то более самопальное. Колеса классные. Базара нет. Это, похоже, для обслуживания линии. Ну и пара вагонов. Состояние платформы удручает. Нет буфера. Нет покрытия. Зато можно гулять, как в фильме «Поезд вне расписания». А друзья ее будут раскачивать и говорить: тыдых, 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 тыдых. Ух ты! Смотрите, даже рама прогнулась. Серьезно. Со стороны показалось, как будто транспортер. Тележка еще очень старая. Колесная пара, видимо, запасники. Очень круто, братцы. Очень круто. Ну, все понятно. Собственно, бетонными чушками она и нагружена для того, чтобы выполнять функции снегоочистителя. Такой самопальный нож. А вот эта часть из толстой резины, чтобы она самый рельс очищала от снега. Вот такая красота. Видимо, парни собираются обслуживать линию. Вот так это и выглядит. Типа Модерона на максималках. Интересно, это что, бизнес не поделили? Помните, как в серии про узкоколейку Тверского КСМ номер 2 мы с вами видели целый автопарк сожженный новых ЗИЛов? Да, похоже, это русская традиция. Тут и там заборы из рельс.
В ущелье решили пойти вместе с Викой. Доброе утро. Доброе утро. Наконец-то мы выспались. Я. Тут и псы, и лошади есть. Какой? Чувак. Блин, жрут они тебя, сволочи. Чешешься весь. Неизгладимое впечатление. Ближе к отелю, ближе к воротам в ущелье начинается цивильная часть. Сразу плиточка, дорога. Можно шляпки купить, вкусняшки. Все ориентировано на туристов. Выглядит, конечно, шикарно. Напоминает чем-то какую-то детскую железную дорогу. Не хватает только вот этих вот вывесок, там какая-нибудь там станция «Счастливое детство». Прикольно. Когда-то отсюда, из Гуамки, можно было доехать в поселок Мизмай поездом. Но сошедший сель перерубил эту стальную артерию, и сейчас перегон разделен на два независимых участка. От Мизмая до обвала путь мы проезжали на дрезине, а здесь же, от Гуамки, я предлагаю проследовать на пассажирском поезде. Да-да, здесь пассажирское движение. Этот участок крайне живописный. Дорога идет вдоль вот этого роскошного ущелья. Она петляет на его обрывах. Виды просто бомбические. И это место реализует свой туристический потенциал на все 100%. Содержат путь, его регулярно обслуживают, подвижной состав, открытые вагоны. Оно того стоит. И на этот шикарный аттракцион туристы просто валят. Первый поезд отправляется из Гуамки в 9:30. И далее каждый час. Через 6 минут отправления мы еще не купили билет. Короче, нам, походу, надо бежать. О, смотри, открытая калитка. Но до поезда еще надо дойти. И здесь очень живописное решение для любителей эстетики. Щебенка, для более практичных товарищей бетонная дорожка. Железная дорога, огорожена таким красивым забором и идет рядом. В прошлом году мы здесь ходили ночью, здесь была куча ежиков и летучих мышей. Вижу поезд. Вот он, Куся. Я думаю, надо форсироваться. Дизель уже заведен. Вот, ребят, есть расписание. Несмотря на него, есть риск опоздать. Двери закрывают. И сейчас будет отправление. А нам еще придумать, где убивать целый час. Я же говорил, поезд пользуется бешеной популярностью. Смотри, по-моему, это место прилета. Вон трос, и по нему чувак сквозь деревья сюда обдирается ветками, теряет там глаз, нос, и потом разбивается об эту площадку. А нам, видимо, сюда.
Кусь, как хорошо, что есть возможность так погулять. Действительно, вкусить ароматы, гуамки, свежий воздух, Лес. природу, лес. Посмотри, какая мощная корневая система. Насладиться этим всем. Какой это рейс по счету, который мы пропустили? История умалчивает. Лис хочет испить краски. Тепловоз в идеале. Бежим занимать самые интересные места. Бежим, бежим, бежим. Нагоняют. Бежим. Мы бежим. Сколько вагонов ты уж и не посчитал? Конечно же. Конечно же. Купе номер 1. Здравствуйте. Вот такой у нас с вами будет вид, господа. А здесь можем любоваться ущельем. Сюда можно высовывать руки, аки обезьяны. Ой, спасибо. Вот это сервис. Да, оно сильно не вытрется, конечно. Ой, Мазюка, а давайте я протру, мне больше надо, я усердный. Она мокрая просто. Ага. Повреждать объекты инфраструктуры. Это детишки. Оставлять на железнодорожных Пальчиками путях вещи. своими. Создавать Детиш очки. Устал. Специальный головной шлем. вызвать камнепад. Услышав сигнал дрезины или тепловоза, необходимо уступить. Услышишь, Жестоко. одевай шапку. Запрещается рвать цветы и растения, а также ловить рыбу, насекомых и животных. Туалетом пользоваться только на специально оборудованных санитарных площадках. Мусор складывать в мусорные баки и урны. Дети. А как вам в Гуамском ущелье? Во время экскурсионной поездки. Железнодорожные пути. И ты ставь лайк. Перед отправлением проводят инструктаж, включили аудиозапись. Здесь есть магнитола и динамики по всему поезду. Вот так. Дали команду «Поехали». И мы поехали. Или высадку, держа детей за руку. Необходимо сообщать работникам железной дороги о любых помехах на железнодорожных путях. Радость путешествия. Конечно, это уже повтор, потому что я уже такое показывала. Итак, наш подвижной состав въезжает в Гуамское ущелье. Кавказские горы вполне можно назвать молодыми. Им всего-то около 20 миллионов лет. А вот швейцарским Альпам, к примеру, более 400. Кавказские горы между Азовским, Черным и Каспийским морями. С северо-запада на юго-восток они тянутся на расстоянии более 1000 километров. Знаете ли вы, что здесь было раньше? На этом самом месте 130 миллионов лет назад жил огромный океан Тетис. Площадь Черного Каспийского Средиземного моря. Северный Кавказ, многочисленные Краснодарского края. Сейчас мы с вами движемся по самому миллионы лет назад.
побывал здесь уже не раз. Снежное царство.
этом узкоколейка не заканчивается и через туристические места идет дальше. Здесь природа, вода. Здесь стрелка и идет дальше, дальше, дальше. Здесь запас шпал. И к этому свежему воздуху ущелья добавляется запах криозота. Ребят, крайне рекомендую сюда приехать. Место бомбическое. Народу, ну не прям чтобы так много. Можно насладиться и ущельем, и узкоколейкой. Кто-то и купается. Здесь можно хоть геологию изучать. Вот пласты видны. Ящер. Шустрый ящер. Там еще один. Их тут вообще очень много. Ящер куда-то уже свалил. Рельсы идут дальше, прямо до обвала. И такие красивые пейзажи вас будут ждать еще впереди. Но мы туда не пойдем, чтобы вам тоже что-то осталось. Что-то исследовать, что-то посмотреть, что-то пройти своими ногами, как вот эти люди. Не упускайте свой кайф. А какая прекрасная узкоколейка была, представляешь, еще в Мизмае сколько-то. Там лестница классная идет, металлическая. Видите металлическую лестницу? Интересно, куда она вела и для чего? А в этих гротах, скорее всего, спят летучие мыши. Когда становится темно и народу мало, они сюда, они вылезают из своих нор. А здесь, похоже, был скалодром. Видите, разноцветные элементы. Проводница на каждом вагоне закрывает и блокирует двери. Доходят до хвоста, и с хвоста по рации дает команду на отправление. Двери так просто не открыть. Б значит безопасность. И вот этот красавец нас сейчас повезет. Ту-8. Состояние лучше, чем идеально. Не сразу заметил. Классное решение с вентиляцией. Рамы окон чуть выше, чем спинки сидений. Сиденья полумягкие, диваны. Очень удобные. Дерево обработано. Сделано качественно. Стеклопакеты. Одобряем. Нельзя не упомянуть и про техногенную достопримечательность этих мест. Снять нормально, к сожалению, не получилось, поэтому вот вам фото. Это остатки автоматрисы Ту-8П-0006, которая свалилась в ущелье в 2001 году. По официальной версии, причиной стал сошедший сель.
По неофициальной – превышение скорости при прохождении кривой малого радиуса. Гнал в повороте, если по-русски. Как бы то ни было, обе версии сходятся в отсутствии жертв, а это самое главное. Мы решили идти замыкающими, чтобы посмотреть на тепловоз. Интересно, что у ребят в кабине монитор, и когда они едут вагонами вперед, они видят, что там творится. Видимость замечательная. Логичное решение. Парометр, куча документации, расписания. Красота. Все, пока-пока, Ту-8. До свидания. Ну, спасибо Гуамскому ущелью. А мы с вами двигаемся дальше. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые интересные локации. Назад пойдем другой дорогой. Дорогой железной. Часть народа выбирает этот же путь. Нас разграничивает заборчик. Сделано все очень аккуратно. Путь в идеальнейшем состоянии. Подкладочки, костылики, все есть. Призма, все насыпано. Здесь усилено бетонный такой вот, бетонным бордюром. Огорожено. Красота. Это уже не говоря про природу. Там в ущелье видели, сколько много ящерок. Жизнь. Пока обедали, небо затянули тучи. Сейчас время около 15. Их приход обещали в районе 10 утра. Так что я считаю, нам с вами крупно повезло насладиться Гуамским ущельем без осадков. Друзья, свершилось! Все вы помните бесконечные серии журналов с различными коллекционными приложениями. Марки, машины, монеты, да все что угодно, кроме железной дороги. Но в этом году издательство Модимио сделало для всех нас большой новогодний подарок. С 6 декабря в свет вышла новая журнальная серия «Наши поезда», которая будет состоять из 50 выпусков, выходящих раз в месяц. В каждом выпуске масса интересной информации, история локомотивов и вокзалов, рассказы об инженерах и меценатах, редкие фотографии и интересные факты. За все это великолепие отвечает прекраснейший автор Алексей Борисович Вульфов. Вот в первом номере нам рассказано про электровозы ВЛ-60, их историю и модификации. А запах! Но главный бонус – настоящая модель локомотива в типоразмере 1 к 87. Давайте посмотрим на модель поподробнее. Модель выполнена на хорошем уровне детализации, чего стоит только крышевое оборудование, полностью соответствующее реальному, ходовая часть, тележки, рама тележек, подкузовное оборудование. Все такое, какое должно быть. Отсутствует на морде обозначение серии и номера локомотива. В принципе, это даже плюс. Можно написать такой, какой хотели бы видеть на своей полке. Автосцепка, рукава тормозной напорной магистралей. Все есть. А вот эта вот штука между буферными фонарями говорит нам о том, что перед нами локомотив раннего выпуска.
Журналы можно приобрести в киосках города или на маркетплейсах, но лучше всего оформить подписку на официальном сайте издательства Модимио. Тогда с каждым новым номером вам будет приходить подставка рельсы совершенно бесплатно. Порадуйте себя на Новый год, соберите всю коллекцию. Ссылочка для оформления подписки в описании. Проезжали, увидали, тормознулись, развернулись. Будем водичку набирать. Горная, питьевая. Ну, можно и так пить. Если чистая. Вот она стоит даже вот абсолютно. Вот. Ага. А пить-то можно ее? Можно. Ну, слава тебе, Господи. Вы знаете, как мы пьем? Мы за 100 километров за ней приезжаем. Вы серьезно? Серьезно. Ну как? Вот такой тут родник питьевой. Под таким огромным напором. Выглядит инфернально. Очень быстро еще народ поехал. Несколько машин. Всем нужна вода. Вика жестикулирует: открой машину. Мокрые, довольные, с пополненными запасами мы едем дальше. Теперь есть. Решили пойти пощупать воду. Увидели классную горную реку. Развернулись, заехали под мост. И вот мы здесь. Когда река разливается, это все, это ее дно. Там на мосту, когда мы проезжали, я думаю, вы видели отметки высоты уровня воды. Горные реки, они коварные. Течение быстрое. А когда большие дожди или когда тает снег весной и вода массово идет с гор, вот это все становится одним огромным мощным потоком. Холодная? Как вода? Хорошая. Дождик. А вода ничего. Баба села на горох и сказала: ой, выходи, Макс. Сносит! Братцы, это как джакузи! Только не дай бог снесет камнем по голове и хана! Не повторяйте такого. Ой, куст под дождем! О! Просто улет, счастье! Ногам тепло, земля прогрета солнцем. И это даже не камень, как глина какая-то. Дождь теплый, кайфовый, приятно, хорошо. Поставили чай
Надо бы согреться, а то немного подмерзли. Чуть-чуть. Теперь думаем, как сушить этот мокрый бардак. Есть идея подвесить бельевую веревку от сиденья до крючка. Попьем чай и попробуем. Результат получился такой. Двойная бельевая веревка. С одной стороны сиденье, с другой стороны кран. Зафиксировано вот закусыванием столиком. Так оно и поедет, и я думаю, достаточно быстро высохнет. Тем более там вторая печка, сейчас мы ее расчистим. И будет все это обдуваться воздухом. Живем мы хорошо, как в коммуналке советской. Вон жена с платком-полотенцем на голове на кухне еду достает. Шоколадка, строганинки, шейки. Сушится одежда, трусы, штаны, чайный пакетик в стаканчике, кружка металлическая из изысков. Да не жалуемся мы на жизнь-то. Друзья, мы в Обширонске попытались найти современное мини-депо, которое из себя представляет просто огороженную территорию и стоящий чуть ли не на земле подвижной состав. Но, к сожалению, нам этого не удалось. Особо много мы и не искали. Заехали на охраняемую территорию, вышел мужчина, мы с ним пообщались. Он рассказал, якобы все разобрали. Но он имел в виду старое здание локомотивного депо. Ну, не унывая, мы нашли другую веху. Вон там вдали видно старое здание депо. 3 стойла и дежурка пристроенная. Сейчас здание находится в аварийном состоянии. Внутри него хранят бревна. Как видите, деревья произрастают прямо из крыши. Верхние окна уже обрушились. Но не только старая развалина напоминает об узкоколейке в этих местах. В частности, вот этот вот памятник. Двойной памятник. Ближняя к нам сторона символизирует победу советского народа в Великой Отечественной войне. Опирается на 2 тележки. Другая же сторона, как ни парадоксально, более парадная, как раз железной дороге посвящена. Соответственно, 50 лет в 1977 году. И вот этот памятник как подарок трудовому народу. До Геленджика, тормознули неподалеку от маяка. Сейчас будет ужин, сладкий сон. Завтра новые приключения. Так что, друзья, всем пока-пока. Путешествуйте, это клево.